Всем привет! Всем, я думаю, что утром вы увидите это видео. Значит, сегодня у меня уже сегодня состоится уже последнее заседание суда, чему я очень рада и что я очень-очень сильно жду. И потом у меня будет уже, как мне адвокат сказал, уже последняя встреча, как он говорит, с шейхом, но я так понимаю, это будет встреча моя с Мазуном. Мазун, он регистрирует брак и расторгает брак в Египте. Я, соответственно, очень жду этого момента, когда я в конце концов получу свидетельство о разводе. Многие меня спрашивали, говорят, ну а что вам даст этот развод? Будьте замужем, и как бы что в этом такого особенного? Для меня это принципиально, и для меня это, я этого очень жду, потому что в свое время муж меня запугивал, то, что он говорит, ты со мной никогда не разведешься, и на самом деле те, кто давным-давно уже смотрит видео, в курсе всей вот этой ситуации с адвокатами, что пришлось общаться, наверное, было человек 5 адвокатов, прежде чем появился вот этот адвокат. И я на самом деле не надеялась, когда он мне сказал, что я тебя разведу, он так еще так в легкую сказал, говорит, да, что там такое, я тебя там за 3-4 месяца разведу. В этом нет ничего особенного. Я не могла поверить, я думала, будут такие же самые проволочки, встречи. Мне нужен был человек, адвокат. Я всегда еще и маме говорила, я говорю, как я устала от этих адвокатов, которые постоянно лезут в жизнь в твою, начинают давать тебе какие-то советы, рекомендации. Мне нужен человек, который будет просто работать, который просто будет выполнять свою работу и все. Вот мне нужно развестись, и чтобы он просто помог мне в этом процессе, и все. Также и с другими делами. И все предыдущие адвокаты, они начинали что-то там говорить, затягивать, развозить, все это, и растягивать время. Ничего не двигалось. И вот этот адвокат удивительным образом, слава Богу, что этот человек появился, и таким чудесным образом, как я тогда говорила, адвокат просто прилип. Вот как раз, когда я получила вот эту бумагу, когда я приехала из России, и прям на следующий день после моего приезда мне из суда человек принес бумагу и сказал, что вот вам ваш муж сделал на вас дело, кейс, и он хочет вам, то есть мне и моим детям, 2 дочерям запретить выезд из Египта. И я тогда помчалась в российское консульство, разговаривала с представителем в консульстве и говорю, неужели может он сделать такой запрет? Он сказал, что может. Вот. Но ошибка моего мужа была в том, что он и меня туда вписал, и детей. То есть не делал отдельно на детей, отдельно на меня, а он и меня, и детей вписал, ему, конечно, в этом отказали. И после этого дела удачного, как мне показалось, конечно, я была очень довольна, потому что после того, как я получила вот эту бумагу, вызов в суд, и я вообще не знала, что мне делать, потому что я в Египте первый раз столкнулась с такими делами, то есть суд, на меня подали в суд, у меня началась паника, я вообще не знала, что делать, и тем более мне в консульстве сказали, что он может меня задержать, и я уже думала бежать, купить быстрее билеты, бежать, вот, как бы распродать все, раздать все. Я даже не знала, как вообще, может быть, и не продавать, просто мне первой уехать, просто чтобы меня не задержали. Слава Богу, я, конечно же, уже потом, подумавшая на трезвую голову, но я пьяная не была, сейчас многие начнут писать на трезвую голову, имеется в виду на холодную голову уже, когда я подумала все, я поняла, что я никуда бежать не буду, я не буду ни от кого скрываться, ничего я этого, бежать мне некуда, у меня здесь дети, и я должна все доделать и принять те проблемы, которые могут возникнуть на этом пути. И вот так вот оно все вот завершилось с тем первым самым делом, и мы с этим адвокатом продолжили вот этот развод. Как бы он начал делать документы, причем подали документы на развод в тот же день, когда я получила, когда было решение суда по поводу вот этого дела, которое заварил мой муж. И
Если бы не мой муж, я хочу поблагодарить своего мужа, если бы мой муж на меня вот это вот дело не состряпал, я бы этого адвоката, возможно, и не встретила. И, возможно, я еще не была бы в процессе развода. И слава Богу, что вот этот адвокат, он появился, что он помог мне вот с тем первым делом. Мы практически закончили уже развод. За то время, пока идет развод, также я получила бумагу на Маляк, что он не имеет права, мой муж не имеет права ее забирать. Также идут еще дополнительные дела в процессе. И я благодарна своему мужу за это, что вот именно вот эта ситуация, когда я уехала и ни о чем не знала и вернулась, и оказалось, что уже прошло одно заседание, пока я была в Москве, и вот было назначено на 2 ноября вот это вот заседание второе, и если бы я не приехала на это заседание, непонятно была бы какая ситуация, возможно, приняли бы решение в его пользу. И потом появились вот эти вот люди, которые советовали, чтобы я не ходила на суд, но я все-таки, тогда у меня никого не было, кто мог мне подсказать, но я решила, что все равно я пойду. И я пошла, и ни на что не рассчитывала, просто был ты. Я пришла в суд, начала там кричать: дайте мне переводчика, я никаких бумаг подписывать не буду, мой муж не имеет права, и нарисовался вот этот адвокат. Он мне сказал: ничего не переживай, все сделаем. Вот такой вот процесс, и он он идет, и я еще пока многих вещей я и не знаю, и во многих вещах я еще не уверена, как они будут, но я надеюсь на лучшее, и я надеюсь, что все-таки в конце концов мне получится уехать с детьми. Я этого очень хочу. Конечно же, я хочу, чтобы мои дети учились в нормальных школах, чтобы мои дети учились в нормальных там училищах, институтах и жили нормальной жизнью. И те, кто пишут, что она никогда не уедет, она не хочет, она там еще что-то, я очень хочу, я, конечно же, очень-очень хочу уехать с детьми. Я, может быть, об этом не так часто говорю, вот, и стараюсь все-таки более-менее сохранять спокойствие, насколько это возможно. Вот. И в какие-то вещи я стараюсь не озвучивать. Опять же, говорю, что в целях именно того, что многие дела еще что-то не начато, что-то не закончено, что-то в таком вот еще не в таком в процессе, поэтому я озвучиваю уже то, в чем я уверена точно. Вот. Так что спасибо всем большое за поддержку, спасибо, что поддерживаете. Я обязательно сообщу, когда, на какую дату будет назначено последнее заседание, уже все, после которого все уже. И я на самом деле жду этого момента, когда меня разведут. Многие мне писали: какая разница, а вот у меня это вот принципиально. Я вот жду этого момента, и для меня это такое именно, то есть физический отрыв у меня произошел уже почти год назад, а мне важно именно психологически, чтобы никаких вползаний, вот этих таких незаметных со стороны моего бывшего, я буду уже говорить, супруга, уже не было. Поэтому, чтобы не было уже все. И я буду очень рада, когда это произойдет. Хотела поблагодарить за последний донат 7173. Спасибо вам огромное. Донат был сделан 16 февраля. Спасибо большое. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо всем большое за участие, за ваше внимание, за вашу поддержку. На сегодня все. Всем пока.